Добрый день. Сегодня мы находимся на одном из наших объектов. Это промышленный объект испанской компании Coexpan, завод по производству экологически чистой упаковки для молочной продукции. Я Петр Кузнецов из компании «Вектор Климата». 3 года назад мы закончили здесь монтажные работы по базовым инженерным системам здания. Это система тепло-холодоснабжения, вентиляции, кондиционирования, сжатого воздуха, система пожаротушения. До этого мы провели полный комплекс проектных работ, включая детальную проработку технического задания вместе с заказчиком. Нам для этого пришлось достаточно глубоко погрузиться в технологический процесс заказчика, поскольку задача инженерных систем этого здания – это в основном обеспечение технологического процесса. Ну и, конечно, обеспечение комфорта для работы людей. Здание состоит из нескольких частей. Это производственная и складская часть, офисная часть здания, а в тыловой части располагается комплекс технических помещений для размещения инженерного оборудования. Мы сейчас пройдем туда, и я расскажу об особенностях инженерии в этом здании. Основа производственного процесса завода – это экструзионная технология, поэтому охлаждение требуется круглогодично. И здесь мы предусмотрели систему охлаждения, достаточно интересную. Основная часть этой системы – это вот эти две V-образные градирни, они орошаемые. Это позволяет в летний период получить температуру на выходе воды существенно ниже температуры окружающего воздуха, обеспечить экономичное охлаждение для производственного процесса. И как раз сейчас, в преддверии летнего периода, мы производим техническое обслуживание этих охладителей, общая мощность которых достигает мегаватта. И сейчас производятся работы по подготовке к запуску системы орошения. Мы находимся в основной вент-камере здания. Здесь располагаются приточно-вытяжные установки, которые обеспечивают вентиляцию производственного цеха. Сам цех, он устроен по правилам чистых помещений, находится под контролируемым избыточным давлением. И в вент-установках воздух проходит трехступенчатую очистку с классами F5, F7 и F9. Подается по системе воздуховодов в помещение цеха. Через воздухораспределители потолочные подается в сам цех. Вытяжка организована из нижней зоны помещения, из рабочей зоны. Это позволяет обеспечить требуемую частоту воздуха в помещении. 3 вентиляционных установки обеспечивают воздухообмен в цеху в объеме 120 тысяч кубометров в час. И оснащены помимо фильтровальных секций, секции рециркуляции, подогрева, охлаждения и соответствующими узлами регулирования. Здесь расположены узлы теплоснабжения, холодоснабжения приточных установок. Узлы оборудованы необходимой запорной арматурой, контрольными приборами, регулирующим клапаном. Холодоснабжение осуществляется от холодильного центра здания. Мы туда сходим чуть попозже, я покажу, как там все устроено. Здесь расположены вент-установки для обеспечения прочих вспомогательных производственных помещений, а также складской зоны. Холодильный центр – это, можно сказать, сердце инженерных систем здания. Охлажденная вода от сухого охладителя подается сюда и далее распределяется по производственным линиям. Здесь установлены циркуляционные насосы, отдельные на каждую линию, а также резервный насос, который гидравлически может быть подключен к каждой линии в случае необходимости. На производстве установлены линии для экструзии различных материалов – полипропилена и полиэтилена. Эти линии требуют различной температуры охлажденной воды, поэтому здесь установлены дополнительные теплообменники с соответствующей обвязкой и с соответствующим насосным оборудованием. В качестве дополнительного источника холода установлена холодильная машина фирмы Seat мощностью 500 киловатт. Это машина с выносным конденсатором. Выносной конденсатор расположен на кровле здания, а фреоновый контур оборудован запорной арматурой, ресиверами и специальным набором клапанов, который позволяет машине работать и в зимний период. Холод от чиллера используется не только для доохлаждения воды в экструдерах, но и подается в офисную часть здания, где с помощью фан-коилов обеспечивается кондиционирование помещений.
Все компоненты холодильного центра, включая чиллер, сухие охладители, насосы, управляются автоматикой на базе свободно программируемых контроллеров ABB. И вся эта система завязана с управлением производственными линиями всего предприятия. Мы находимся в помещении противопожарной насосной станции. По сути, здесь две насосные станции. Одна группа насосов обеспечивает наружное пожаротушение вокруг здания завода, и вторая группа насосов обеспечивает спринклерное пожаротушение внутри здания. Основные насосы пожаротушения – это консольные насосы фирмы Grundfos с мощностью двигателя 75 киловатт. Два насоса являются рабочими, и один резервный. А за стеной находятся емкости для запаса воды для пожаротушения объемом 1000 кубометров. Здесь распределительный узел системы пожаротушения. Это мы уже внутри здания. Водосигнальный клапан системы спринклерного пожаротушения и подача воды на пожарные краны здания. Здесь в помещении водопроводного узла находится станция бытового водоснабжения и запасные емкости очищенной воды для технологического процесса заказчика. В объем наших работ также входила система сжатого воздуха. Здесь смонтированы два компрессора Atlas Copco производительностью 30 литров в секунду каждый. И сделана разводка по цеху для подключения оборудования заказчика. По завершении строительства мы продолжили успешное сотрудничество с заказчиком, выполнили обвязку систем холодоснабжения для производственных линий и продолжаем с полномасштабным техническим обслуживанием инженерных систем. На этом мы заканчиваем и увидимся на следующих объектах.